Всем привет! Сегодня в обзоре новая модель Casio. Модель называется W736H1AV. Давайте познакомимся с ней поближе. Это часы достаточно в крупном корпусе. Диаметр корпуса 44 мм. Между крайними точками вот этими 46 мм. Толщина корпуса 15 мм. Стекло акриловое. Ремешок резиновый, скоба вот эта пластиковая. Задняя крышка из нержавеющей стали, закреплена 4 винтами. Водозащита 10 пар или 100 метров. Для этого обзора я подготовил предыдущую модель. Называется она W735H. Модель очень похожая. Форма корпуса практически идентична. Обратите внимание, расположение кнопок, всех выступов, то есть практически все отличается, кроме дисплея. А к дисплею мы сейчас еще вернемся. Итак, дисплей. Произошло очень важное изменение. Давайте сравним эти две модели. То, за что я всегда критиковал Casio, наконец-то свершилось, и они прислушались к моему голосу. Ну, это я так шучу, к здравому смыслу, и наконец-то убрали все ненужные индикаторы, которые вот здесь вот присутствовали во множественном числе, и оставили большой информативный дисплей. Вот так я буду держать эти две модели. Вы видите, насколько лучше стала читаемость и размеры дисплея, и убрали все лишнее. Ну а теперь давайте вернемся к этой новой модели и рассмотрим все ее возможности. На дисплее в нижнем ряду индикация часы, минуты, секунды. Также внизу нанесены режимы, и присутствует индикация режимов. Присутствует день недели, месяц и дата. Кнопка переключения и также индикатор 24-часовой системы и 12-часовой. Итак, режимы. Режим таймер. Тут достаточно обычный режим, я не буду его показывать. Режим секундомер. Здесь есть интересная особенность. Здесь есть функция автостарт. То есть функция активируется этой кнопкой. Появляется вот здесь индикатор автостарт. Что это такое, сейчас покажу. За 5 секунд начинается обратный отсчет. И начинается автостарт секундомера. Секундомер достаточно простой. С простым режимом сплит. Сплит вот здесь отображается до тех пор, пока вы не отожмете, он в режим секундомера сам не возвращается. Повторное нажатие возвращает режим текущего времени. Стоп и сброс. Следующий режим, режим будильника. Также имеется ежечасный сигнал. Активируется будильник, ежечасный сигнал или обе функции одновременно. Также присутствует режим второго часового пояса. Dual Time, соответственно, мы можем независимо выставить второй часовой пояс. Теперь об той самой интересной особенности этих часов, которые в них присутствуют. Эти часы с вибросигналом, то есть присутствует вибросигнал, который активируется вот этой кнопочкой. Происходит вибросигнал и появляется индикация вибро. Сразу же отключается звук кнопок. Обратите внимание, все режимы переключаются бесшумно. И еще одно самое важное изменение, кроме того, что поменялся дисплей, наконец-то в этих часах вибросигнал стал достаточно сильным. То есть если в предыдущей модели вибросигнал был достаточно слабый, и если сравнивать их, например, с часами Timex, если сравнивать вот эту предыдущую модель с часами Timex, вот популярная модель T49851, то здесь вибросигнал был существенно слабее, и они ощутимо проигрывали. Сейчас, по моим ощущениям, сила вибросигнала примерно сравнялась. Кстати, цифры можете сравнить, все равно у Timex при сопоставимых размерах цифры больше, но тем не менее, как бы очень положительные изменения произошли в этих часах. Я считаю, что Casio пошло по правильному пути. Теперь давайте посмотрим. Да, еще хочу сказать, что здесь установлена литиевая батарейка, и производитель заявляет до 10 лет работы, то есть часы очень экономичные. Давайте посмотрим часы на руке и посмотрим подсветку, потому что второе название этой модели еще супер иллюминатор, то есть здесь установлено два мощных светодиода. Вот так выглядят часы на руке.
комфортные, легкие. И теперь посмотрим на подсветку. Подсветка очень яркая, и она имеет одну особенность подсветки. Если обычно подсветка выглядит вот так, на предыдущей модели подсветка была очень хорошая, то здесь в режиме подсветки включается инверсный режим, то есть светлые цифры на темном фоне. Читаемость немножко ухудшилась, но в принципе она вполне достаточна за счет двух мощных светодиодов. Ну и давайте подытожим. В общем-то, я считаю, что эта новая модель является улучшенной версии, то есть как бы за нее стоит заплатить немного дороже, потому что она как новая модель стоит немного дороже предыдущей, но те улучшения, которые произошли, я считаю, стоят того увеличения стоимости, которое произошло. Ну и на этом я обзор заканчиваю. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. Всем спасибо, пока, до новых видео.